Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, почти бритье. По поводу прошлого видео, я смотрю, некоторые просто ребята недопонимают, что это тест гапов, это не тест самого станка Колибри. Сам станок Колибри будет потом, как он будет выглядеть, я думаю, что для некоторых из вас это будет сюрпризом, для некоторых приятным, для некоторых, возможно, не очень. Но в любом случае решение уже принято. Я после испытаний плиты 1.3 был настолько на адреналине, настолько был воодушевлен ее бритьем, что буквально на следующий день я был уже на производстве, сели вместе с проектировщиком, разложил все по полочкам, сказал, как должна выглядеть. Это будущая плита, и надеюсь, что я вас смогу удивить. Агапы 1.3. Ребят, сказать, что я удивлен, покорен, в восторге, вообще ничего не сказать. Я вот сейчас внутри, как вот вспоминаю, как она брила, просто пою. Ну вот настолько мне это было по кайфу. Как это будет для вас, это вы решите вы сами. Я сам для себя составил представление, что да, это достойный гап, да, хорошо, что она будет в наборе. И возможно, в будущем, даже, наверное, может быть, еще и в старте она появится. Вот настолько мне этот гап понравился. Сегодня же мы будем испытывать гап 1.1, кое можно было вообще, в принципе, проигнорировать, но потому что он уже был. Мы его уже пробовали. Я и ребята, вот, и дядя Федор, и на Украине, и в России. Уже многие эту плиту попробовали. Но там есть открытая гребенка. Поэтому вот сегодня на испытаниях она и будет. Плита 1.3. Вы слышали, как она поет? Ну это просто шо-пипец. Если бы вы знали еще, как она бреет. Если уж за 1.18 я говорю, что она где-то близка к клинку, то за 1.3 у меня прям внутри что-то такое проснулось. И ну, было реально по кайфу. Вопрос задавал Артем Кручинов. Викторович, расскажи, как там до чего, разница между закрытой и открытой. Артем, говорил 100-500 раз, скажу еще 100-501. Для меня лично практически нет разницы между открытой и закрытой. Кто-то ее видит, кто-то не видит. Я вот кто-то из второй группы. То есть я ее реально не вижу. По мне, что открыто, что закрыто, ну бриться примерно одно и то же. Но вот в данном конкретном случае разница, несомненно, была в звуке. Потому что пела она нещадно. И такие дифирамбы, что просто прям, знаете, как соловей заливалась. Это во-первых. Во-вторых, ну по 3-4-дневной щетине, конечно же, открытая будет интересней. Потому что она и волосья лучше будет цеплять, и пены будет больше пропускать. Ну а по качеству отрастания, по вопросу отрастания, особой разницы я не заметил. Ну, возможно, но это достаточно имхово. Открытая, вот после нее волосы отрастали, ну, чуть дольше, может быть. Но что совершенно точно можно сказать про плиту 1.3, что после нее, в принципе, волосы отрастать почему-то решили медленнее. Вот смотрите, сегодня 4-й день, а я смотрю на себя, по сути, у меня 3-дневная щетина. Что это за фигня такая, я не знаю, но факт остается фактом. Вот после 1.3 волосы у меня почему-то стали отрастать меньше. Ой, медленнее, не меньше, медленнее. Вот такая вот фигня. Ну и то, что после этого крепкий, нормальный, хороший, добрый, старый добрый, проверенный, спиртовый, 70%, на лице даже ни звука, ни пука, и даже шанса поорать не дал. Вот это для меня, конечно, было и положительным, и отрицательным знаком. Положительным это значит, эпидермис остался целый, и по сути ничего такого страшного там не случилось, все прошло хорошо. А отрицательным я поорать люблю. Люблю. Знаете, когда вот эпидермис слегка потревожен, а ты вот алкогольно, буф, там такой продер, ну как будто с баньки вышел, и тебя там веничком, вот что-то вот такое. DR Jones Black Label, веганская, понравилось. Мыло почему-то решило показать себя совершенно другой стороны, нежели когда мы его испытывали с клинковой бритвой. Не было уже той густоты, баланс водяной уже соблюдать было гораздо легче, и, конечно же, с тэшкой оно отработало на ура. Лично для меня это мыло зачет. Еще раз огромное спасибо Дмитрию Долбанову, нашему меценату канала. Ну а Wulfix, ты что хочешь, хоть вот говори, что хочешь. Но это все равно старая добрая машина, которая всегда будет востребована.
ввиду своих свойств, ввиду своего ценника, ввиду тех вот соотношений цена-качество, что есть в этом помазке, который всегда будет цеплять то подрастающее поколение будущих бритвоманьяков, которое каждый раз нарождается и которое каждый раз смотрит, ага, вот это дорого, это совсем дешман, а вот это что, и вот тут-то они как раз на него тырс и попали и берут. Ребята, не пожалеете. В качестве первого друга вполне себе годный, хороший Вулсик 404 оправдает ваши надежды. А когда уже потом подрастете, заматереете, возмужаете, уже начинаете понимать, почему фунт лиха и какие еще другие помазки бывают, это уже будет потом. А поначалу вам этот помазок очень пригодится за Веледу. Веледа, нравится мне Веледа мое все, и каждый раз, когда я про нее говорю, у меня шерстят дыбом, потому что я махом переношусь в Альпы, куда-то туда, где белый снег, где эдельвейсы, где необыкновенная чистота природы, где вот это вот травяной запах, и ты просто от него балдеешь. И я балдею. Хорошая, классная штука. Переходим к следующему. Яки тут нас порадовали своими новинками, они прислали целый, мать его, набор новых ручек. Каких? Смотрите. В начале этой недели получил новую посылку от Яков, в которой пришли ручки. Ручки сделаны из латуни, покрытые хромом, и в середине, обратите внимание, сделана вот такая вот вставочка. Вставки разных цветов. Смотрится достаточно интересно, неплохо. По весу приятный. Скользить будет, не будет, это мы еще с вами проверим, потому что в работе я эти ручки еще не проверял. Придет время, обязательно проверю. Тем более, что головы есть, косорезы, сланты. Вот, наверное, с ними все вместе все это и испытаем дело. Пока лишь хочу сказать о своих первых впечатлениях. Несмотря на то, что ручки внешне нравятся, они достаточно презентабельны. Но, ребят, вот глядя на все это, не оставляет ощущения чего-то, не дешевенького, а как-то, знаете, такого вот, понимаете, я сам себя не могу определить, вот что-то вот внутри такое сидит, но вот что именно, потому что по качеству не придерешься. Здесь все нормально, все хорошо. И внутри даже, вот смотрите, не хромом, так и по резьбе, все как положено, все замечательно. Даже с торца посмотрите, вот эта плямбочка, монограмма Яки, все есть. Но все равно чего-то, знаете, вычурного такого, вот, блестящего, что-то как-то, не китайского, не цыганского, а как вот это вот сказать. Наверное, все-таки в первую очередь здесь вот на мои вот эти ощущения повлияла цена. Потому что стоит эта ручка, скажем так, $10. Я бы ей пел дифирамбы, ребята, честно. 10-12 баксов, вот, да, я бы вполне сказал, ребята, вещь годная, прям вообще. Но, ребята, она стоит $16. 16 это больше косаря. Получается, добавь еще чуть-чуть маленечко, и ты здесь в России можешь взять нормальную, вполне себе ручку из нержавейки. При желании, конечно. А тут латунь. И вот эта вставка. Вот из того, что сегодня предлагает Яки, это второй вариант ручки, потому что первый, который у них есть, короткий 70 мм, они отдают за $6. Вот честно скажу, мне вот та почему-то больше в душе. Может быть, потому что $6. Может быть, она вся честная, блестящая, без этих вставок. Поэтому вот я до сих пор еще сам не разобрался в своих ощущениях. Хотел этим поделиться с вами. В любом случае решение принимать вам. Скоро совсем мы это испытаем вместе со слантами от Яков и посмотрим, как это все дело работает. Могу лишь повторить, что вот эти ручки Яки для меня неоднозначны. По качеству, повторю, претензий вообще никаких. Тактильно все приятно. В испытаниях, когда будем проводить с их же головами, посмотрим там что да как. Но, по цене 16. Вписывается. В общую канву вписывается. Ручка $16, голова там 3, 4, 5. Все вместе получается 20-21. Да, это ровно то, что вот у них там. Если с этой стороны смотреть, то тут ничего удивительного нет совершенно. Потому что то ли ты там берешь штанок за $21, то ли ты берешь голову за $5 и за 16 ручку, это у тебя какая-то возможность кастомайзинга. Да, тут все ясно, понятно. Но когда берешь эту ручку отдельно и смотришь на нее, вот тут-то меня, и цепляет. Возможно, я не прав. Понятно, что это имховое, мое внутреннее. Но вот такие ощущения у меня все-таки возникали. Следующий вопрос.
Ну и комментарий Сергея Ацтека, который он оставил под прошлым видео с вопросом. Викторович говорит, я новичок, что посоветуете? Тут срабатывает братство Сергеев, приходит вначале один Сергей, Серж О, и говорит, слушай, ну как бы позволяют, если деньги, то возьми Rockwell 6S. Его поддержал еще один Сергей, Сергей Горбунов, и посоветовал ровно то же самое. Я поддержал ребят, потому что все мы знаем, что такое Rockwell 6. Это, ну, грубо говоря, безмятежное лагунное плавание. То есть там новичку научиться, да там что учиться-то. Да, он требователен в некоторой степени к углу. Вы им поелозить не сможете. Но тем не менее это достаточно безопасная такая машинка, ну, которая для новичка вполне себе. Естественно, я поддержал ребят. Кто бы знал, что через день, через два ко мне обратится Максим Максимов со своей проблемой, которой он со мной поделился. Максим не так давно за свои кровные покупает за полную стоимость Rockwell 6S, он тоже новичок, и проходит совсем немного времени, и у него станок начинает ржаветь. И то, что он еще при покупке почувствовал с самого начала, у него начало как-то формироваться, и он начал рыскать по форумам, послужило толчком для этого то, что он каждый раз, разбирая станок, видел, что он неровный, его кривизна. И вот, да что вам рассказываю, господи, возьмите, вот сейчас вот просто возьмите и посмотрите сами все это на видео, где Максим сам все это показывает. Добрый день, меня зовут Максим, и недавно я приобрел себе бритвенный станок Rockwell 6S. Так как станок такого типа у меня первый, я не сразу понял, что с ним что-то не так. А с ним что-то не так. Я сейчас попробую это продемонстрировать. Пользовался им месяц, и через месяц обратил внимание, что у меня какой-то налет непонятный появился. Очень похожий на ржавчину. Есть он на резьбе головы. Сейчас, вот он. Вот он. Есть он в самой ручке, но, к сожалению, на камеру я, наверное, не смогу его передать. Глазами я его вижу, а вот показать, наверное, вам я не смогу. И на плите номер 3 у меня тоже появился этот налет, эти рыжие точки, очень похожие на ржавчину. Утверждать, конечно, не буду. Вот здесь, там вот рыженькая точечка, вот здесь вот рыженькая точечка. Вот. Но в принципе с этим совсем я готов мириться, конечно, если она у меня не зацветет полностью, не покроется ржавчиной. Но существует еще другая проблема. С самого начала я видел, что у меня есть небольшой перекос головы, перекос лезвия. Сейчас у меня здесь стоит 4-я плита. Откручу ее и закручу. Вот, чтобы не было никаких сомнений, что я это не подстроил. То есть сейчас я ровненько смотрю на нее сверху. И лично я вижу, я надеюсь, что вам тоже сейчас это будет видно на видео, голова перекошена, она смещена чуть-чуть влево, точнее даже как-то по диагонали. Попробую перевернуть голову на 180 градусов. Вот, все та же 4-я плита. Вот. Может быть, лучше будет, если вы сейчас поставите на паузу и посмотрите, что ну, она как-то повернута тут чуть-чуть, скошена. Сейчас я вставлю в него лезвие родное, которое шло с ним в комплекте. Так, ну вот. С лезвием это все видно намного лучше. Лезвие также смещено, если смотреть в этом положении, то влево. Голова также повернута чуть-чуть по диагонали, как-то влево. Лезвие здесь в этом положении тоже немножечко перекошено. Здесь, но она не параллельно плите идет, не до конца. Вот. Не знаю, единичный это случай, не единичный. Я на форумах, на обзорах ни у кого такого не видел. Может быть, кто-то сталкивался. Дайте знать.
Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. Лично для меня это неприятная новость. Очень-очень неприятная новость, потому что, ну, на моей памяти у Rockwell это третья затыка с качеством. Первая это была еще в период становления, там после первой или второй партии, по-моему, у них там что-то было, они потом отзывали, перезывали, там переделывали. Ладно, это все проехали. В начале пути это нормально, это ничего такого нет. Вторая, что-то у них там с прессами было, что-то они останавливались, формы там что-то переделывали, ну что-то вот такое. Качество напрямую это никакого отношения не имело, потому что танки тогда все-таки еще были нормальные. Просто танки пропали, их не было. И вот я это имею в виду. А сейчас вот это третье, это получается следующее, что та безмятежная гавань, которая всегда была, и которую можно было любого новичка послать с зеленым светом, вот иди бери, все тебе будет нормально, оказывается не такая уж и безмятежная. В этот раз нарвался Максим. В следующий раз, вот сейчас вот мы Серегу всем гуртом туда послали. Иди, Серега, бери. А ну как ему вот точно такая же хрень в руки попадется. Если за ржавление можно сказать, что, допустим, Максим там не совсем все еще понимал, хранил там лезвие, не протирал. Да, на это можно списать, потому что хоть из нержи сделан этот станок, но мы с вами уже знаем на примере старта и многих других станков, что абсолютно нержавой нержи не бывает. Она вся достаточно условно нержавая. Как с ней обращаться, можно заржаветь любую. Но с этим да, с этим парню все объяснить, что вытаскивать лезвие, промывать, протирать и в сухом состоянии хранить, этой проблемы не будет. А та, которая уже есть, взял порошочком, почистил, все, он будет новый. То с кривизной-то что делать? Вы на видео сами видели каждый раз, когда он устанавливал верхнюю крышку, она вот идет с таким скосом в левую сторону. Для мужиков налево ходить это нормально, это естественно. Но это для мужиков. А станок-то тут как? Вот тут такой попандос. Почему, собственно, Максим набрался наглости и решил мне прислать это видео? Потому что он написал уже вопрос и в сам Rockwell, и в тот магазин, в котором он покупал. Rockwell пока молчит, ничего не ответил. Магазин предлагает, говорит, давай подождем, что Rockwell скажет. Ну, короче, там получается, насколько я понимаю, они перепихивают друг на друга, а ВОЗ и ныне там. То есть у человека сейчас на руках бракованный станок. Чем это закончится, я не знаю. Надеюсь, что хорошо. До сих пор Rockwell не был замечен в том, что отфутболивал с бракованными деталями. То есть даже маломальский какой-то там брачок был, все равно ребята отсылали прямо туда, и прямо там им меняли, и прямо обратно присылали. По-моему, только за пересыл платили. Что будет на этот раз, я не знаю. Но сам по себе факт, то, что у Rockwell стали появляться вот такие изделия, для меня чрезвычайно печален. Потому что компания уже давно не маленькая, сколько лет прошло, на мой взгляд, они давно уже стали на ноги и стали серьезной компанией. Ну, до этого случая достаточно уважаемой. Я думаю, что они и поведут себя как большая уважаемая компания. Но это не отменит того факта, что это появилось в продаже, понимаете? Дай бог, что это единичное. А если нет? Вот в этом бы и хотелось разобраться. Ну как ты разберешься? Хотя, с другой стороны, ребят, кто в последнее время покупал Rockwell вот в такой новой упаковке, у кого что-то подобное было, будь ласка, отзвонитесь. Может быть, Максим не один единственный, может быть, еще есть люди, у кого были кривые вот такие плиты, и где, когда ты вставляешь лезвие, не только сама крышка криво стоит и вылет лезвия разный, но даже если сбоку посмотреть, с одной стороны габ такой, с другой стороны габ такой, но это попандос. У меня тоже такое было, по-моему, на двух крышках. Там суть была следующая. При обработке деталей они были вот таким небольшим коромыслом. И люди не стеснялись, мне писали, естественно, все им все меняли. Сразу же убирали. Один человек не стал ничего присылать, он сам это вылечил, на наждаке там пошоркал, и тоже у него все было нормально. Но Rockwell, вот об этом речь. Ну, на этой не очень оптимистичной ноте, наверное, давайте заканчивать. От всей души надеюсь, что больше ни у кого Rockwell'ов не было бракованных. Ну и давайте бриться уже, что. Догоняйте. Бритье у нас сегодня будет насквозь, до мозга костей, экспериментальное. Ну вот и посмотрим, что мы там наэкспериментируем. Пошли бриться. Догоняйте.